Всем привет. Вот хотел поставить ролик, немножко юмора тоже, но в принципе есть и серьезная как бы точка зрения по этому поводу. Значит, кто представляет страну? Ну, казалось бы, вот если есть хорошая страна, большая, как бы серьезная страна, вот как Канада, например, то представлять ее должен человек серьезный, начитанный, воспитанный, выученный, который понимает, что говорит, как говорит, вести он себя должен солидно, аккуратно, спокойно, говорить понятно и так далее. Ну вот, например, в Канаде был когда-то премьер-министр до Трюдо, звали его Стивен Харпер. Вот я тогда еще в Канаде даже не был, но я на него смотрел, думал, о, мужик серьезный, такой чувствуется воля, сила, говорит спокойно, не торопясь, каждое слово, как говорится, взвешено и прямо в цель, вот, выученный, опытный и так далее. Ну, про Трюда говорить, как бы, ну, вы сами понимаете, этому человеку, если не дают бумажку, то он вообще не помнит, что надо говорить, и не понимает, и теряется в словах, никак не может сообразить. Я как-то попытаюсь найти этот ролик, где Трюда там пытался объяснить, как он собирается воду пить из картонов. Вот, смешной такой ролик был, если найду, как бы было это несколько лет назад. Вот, но ну так как бы про всех можно сказать, да, вот Трамп был, например, ну было видно, что чувак немножко неадекватный, да, хотя опять же его идеи как бы для Америки именно были совсем неплохие, но когда он разговаривал, когда он себя вел, как бы, ну нельзя было на него серьезно смотреть, клоун как клоун, я помню, было сравнение тогда, когда он сказал, что там убили одного серьезного террориста, и вот он рассказывал, что сдох как собака. Вот так вот президент Америки говорил. Тоже попробую найти этот ролик, потому что очень смешно, если вам интересно, вот так вот маленькие эти ролики смешные. Вот. Но разговор сейчас пойдет о Байдене. Вот есть дедушка Байден, как я уже говорил, он немножко маразматик, а может даже и немножко. Ну, непонятно вообще, что происходит, потому что ощущение такое, что Белый дом сейчас занят больше тем, чтобы следить за, что говорит дедушка Байден, и поправлять его, и извиняться за него, чем тем, что происходит в Америке вообще. Как бы не знаю, как у них время остается на что-то либо другое. Потому что дедушка порит вовсю и порит каждый раз, как бы вот было, то он сказанул про санкции, что он никогда не говорил, что санкции как-то остановят Путина, как бы, что вот как-то предотвратят его дальнейшие действия как-то. А потом, ну, есть как бы достаточно много роликов, что он, да, это говорил, и, в принципе, не только он, как бы там Белый дом говорил об этом, когда вводили санкции, и новостные всякие издательства говорили об этом с его слов. Вот. И получается, что непонятно, как бы, да, должны санкции остановить Путина, не должны остановить Путина, для чего тогда вводятся санкции. Вот санкции, которые вы помните, что он ввел на энергоносители с России, вот сказал, больше не будем покупать. Но с другой стороны, на бирже, на Уолл-стрит до сих пор Министерство финансов им разрешило до 24 июня продолжать торги российской нефти и нефтепродуктов. Тоже непонятно, как бы вроде сказал, что нет, а торги продолжают. Потом было у него такое, что он про Путина сказал, что тот убийца, и его должны скинуть. А потом Белый дом от этого отмахивался и говорил, что он эмоциональный был очень в Польше, и поэтому так сказал, и это неправильно, и Америка вообще не собирается менять режим в России, и так далее. Ну, как бы дедушка совсем потерялся вообще. Сейчас он вообще был, он был в Польше и заехал к американским солдатам, которые там в рамках НАТО находятся. Пиццу кушал с ними, показывали ролик, как он сидит там, но кушал только один он. Пиццы много, конечно, было, но все солдаты смотрели на него, а он кушал, вот, не стесняясь, да, как бы называется, пообедал с солдатами, вот, и он там рассказывал им, разговаривал, ну, как обычно, все его речи толкал, и вот он сказал им такую тему, что в конце он сказал, начал рассказывать им про Украину, как там храбрые все, и женщины, и мужчины, и все воюют. Ну, говорит, вы там будете, вы сами увидите. И тут сразу пошел такой шок по всей Америке, потому что до этого все время утверждали, что
американские солдаты не будут идти на Украину. Ни в рамках НАТО, ни в каких-либо других рамках, ни миротворческие силы, ничего. Тут дедушка Байден вдруг такое сказанул, и никто не может понять. Или у него случайно вырвалось просто, ну как бы, я не знаю, даже невозможно понять, от чего у него случайно вырвалось. Или он, ну как бы просто вот маразматик вырвалось у него. Или он что-то действительно имеет в виду и планирует какой-то заход американских солдат в Украину. Как бы никто не может понять сейчас. Вот смотрел политические аналитики как бы в Америке, они пытаются понять, что он имел в виду под этим. С Белого дома как бы сказали, что нет, как бы он оговорился, типа не собираются американские солдаты заходить в Украину. Но ты же не можешь знать, как бы, да, вот у дедушки что на уме, то он и говорит, как бы, а насколько это будет или не будет, никто не может понять. Ну, вот как можно Америку воспринимать на сегодняшний день серьезно, или бояться ее, например, или как бы, ну, чего-то ожидать серьезно от него, если во главе Америки стоит этот дедушка, который порит всякую чушь, а потом Белый дом за него, вместо того, чтобы заниматься своими внутренними делами, он за него большей частью оправдывается, говорит, что он не то сказал, что его не так поняли и так далее. Ну как его можно принимать серьезно? Ну, как бы, я не знаю. Fox News тоже смотрел, там они даже пошутили, что когда был Трамп, если бы был Трамп, говорит, то Путин, может быть, не так бы быстро что-то делал, потому что от Трампа никто не знал, чего ожидать. Вот Трамп такой импульсивный парень был, от него никто ничего не знал, что ожидать. Он говорит, что, может быть, вот они разговаривали, я смотрел, он говорит, что, может быть, Путин бы задумался 2 раза, что, типа, из-за того, что Трамп такой неадекватный и непредсказуемый, так он может его и Кремль разбомбить вдруг ни с того ни с сего. Как бы вот такого плана смеялись. Но в каждой шутке есть доля шутки, а все остальное правда. Вот. А тут как бы стоит этот дедушка маразматик и рассказывает всем, как, что, и как бы, я помню, есть кино такое, на Дерибасской хорошая погода, вот, и там тоже старичок забывался, кто-то ему говорит, может ему именной пистолет дать, посмотрит и вспомнит, как его зовут, да. Вот такого плана у нас теперь Байден. Забывается мужичок. Я вот поставлю сейчас в конце там 20 секунд ролик, как тоже журналист, уже выводили журналистов из зала после пресс-конференции очередной, и вот журналист Fox News, которого, как вы понимаете, Байден особенно сильно любит, вот Fox News, он его спросил насчет инфляции, и вот, ну знаете, не буду портить вам конец, вот посмотрите просто сами, что сказал Байден, который просто забыл, что микрофоны включены, или просто вместо того, чтобы подумать про себя, он сказал это вслух. Ну как бы, вот посмотрите и поймите, можно после этого относиться к Америке серьезно, или, ну как бы, я не представляю себе просто, как до такого дошла великая Америка, что вот старенький дедушка, который не знает, что говорит, не помнит, что говорит, и не понимает, когда можно говорить и когда нельзя. Ну вот смотрите, улыбайтесь. That's a great asset. More inflation. What a stupid son of a bitch.